Друзья, мы находимся на телевидении РТВ Словении, и сейчас нам показывают, где хранятся реквизиты. Посмотрите, какие огромные склады с реквизитом. Здесь просто залежи всего, чего только можно найти. Я даже не понимаю, как они вообще все это находят. Посмотрите, даже есть живая, ну не живая, а настоящая свиная голова. То есть здесь чего только нету. Просто невероятное количество всего, чего только может понадобиться. Даже есть Иисус на кресте. И открытки. Просто все не перечислить, все, что здесь есть. Это огромные склады. И здесь везде реквизит, абсолютно. Смотрите, даже тележка есть из магазина. Просто вообще тут вот еще такая же комната. Тоже всего очень-очень много. Просто невероятное количество всего. А еще нам где-то показали. Смотрите, а в этой комнате хранятся осветительные приборы. Смотрите, какое огромное количество различных ламп. Просто сегодня нас пригласили посмотреть, как проходит и снимается детская программа, где дети интеллектуально соревнуются между собой. И сейчас мы общаемся с Юлей и с Наташей. Наташа, она работает продюсером на телевидении, а Юлия, она редактор вот этой детской программы. Сегодня мы посмотрим, как дети готовятся к этой программе, как вообще за кадром проходит подготовка к съемкам, и посмотрим, как вообще проходят съемки. Мы находимся в мастерской, где изготавливают декорации для разных программ. Необходимы разные декорации, разные сцены. Смотрите, какое огромное помещение. Ljubljani bo svetovno prvenstvo v hokeju in pripravljajo pač rekvizite, scene in tako. Скоро будет хоккейное первенство, и сейчас делают как раз реквизит, сцену для вот этого важного мирового масштаба мероприятия. Вот сейчас мы видим, как мастер делает реквизит. Сейчас мы находимся в помещении, где хранятся все костюмы телевидения. Здесь, если вы посмотрите, здесь от современных до каких-то исторических костюмов. Здесь просто неимоверное количество одежды. Каждая одежда, каждый наряд, он имеет свой шифр, чтобы было легче найти. Но вы не поверите, но бывают такие моменты, когда даже всех этих вещей бывает не хватает. И телевидение берет в аренду, например, какие-то необходимые наряды еще у театра, у какого-нибудь. Или договариваются взять в аренду, например, дополнительные какие-то вещи в магазинах. Или, например, также, если театру каких-то нарядов не хватает, театр может брать в аренду у телевидения тоже какие-то необходимые вещи. Посмотрите, какие красивые исторические платья. Вообще просто супер. Это, я не знаю, это рай для модницы. Вообще супер для какого-нибудь исторического фильма. Вообще. Сейчас мы находимся в той части, где реквизит, одежда для военных фильмов. Здесь много касок,
всяких различных шинелей и обуви специальной. Сейчас мы находимся в гримерной. Здесь сейчас участников программы готовят к съемкам, делают макияж. Мы посмотрим, как идет работа. Mask imamo več različnih, no to je pač ena od mask, kjer se pač vsi gosti in voditelji pač morajo v masko priti. Представляете, в этой гримерной гримируют даже правительство. И именно здесь был президент Словении Борут Пахор, и он сидел прямо в этом кресле, и его гримировали перед съемкой. И также в этом кресле сидел председатель правительства Янис Яншер. Представляете? О, почувствовать себя на месте президента. За этими железными воротами, за вот этими замками хранятся джекпоты, славянские джекпоты, чтобы никто не мог сюда проникнуть и подтасовать результаты игры. В этой студии чувствуется, что очень жарко. Высокая температура из-за того, что здесь очень-очень много всяких осветительных приборов. И тем более, когда идет запись, они их включают, и, соответственно, здесь жарче, чем обычно. А сейчас мы находимся в студии, где записывают новости. Смотрите, можно почувствовать себя настоящим журналистом. Смотрите, сколько камер. Вообще, как здесь круто. И здесь, кстати, очень хорошая шумоизоляция. Чувствуется такое, да, тишина. Вау. To je v bistvu najmanjši studio. Ага, это меньшая из студий, которые есть здесь. Здесь читаешь текст, подсказка. Вы видели зеленую студию, а сейчас мы находимся в синей. Знаете, почему именно зеленая и синяя? Потому что, когда ты снимаешь, ты потом зеленый фон и синий фон можешь заменить на тот фон, который тебе нужен. А овальная, почему студия сделана как овал? Потому что когда ты фон заменишь, и очень хорошо с овалом работать, заменишь фон на тот, который тебе нужен, и он будет выглядеть как будто настоящий. Мы находимся в самой большой студии. Вот здесь как раз сейчас будут снимать детскую программу интеллектуальную «Сивицелице». Сегодня будет проходить здесь полуфинал. Смотрите, как здесь красиво. И, возможно, нам сейчас удастся поговорить с одним из ведущих. Он знает русский язык. Работаю здесь как Ведущий. Ведущий, да, здесь. Это на телевидении 1, национальное телевидение. Но сегодня у нас есть семифинал. Полуфинал. Полуфиналы, да, 4 Скупины, команды. 4 команды здесь, но в этом году у нас было 280 команд, но сейчас только 4. Но я не могу сказать дети, но эти, так много знает у них, очень они очень умные, интеллектуальные. Очень интеллектуальный, да, но мне так нравится работать с ним, потому что я тоже много выучим здесь, да. Много узнаешь здесь. Да, от них, да, так, правда, да. Да, но это наш студия. А сколько времени ты уже здесь работаешь? Я работаю здесь, это первый год для меня. Первый да, год. Но сейчас эта сезона
у нас три отдаи еще, но 32 было все вместе. Но так, и у нас два ведущих, два ведущих. Со мной работает тоже Юж и Ясна, который работает на экспериментах. У нас каждую отдаю, каждую программу, да, у нас есть тоже один эксперимент, и вопрос о том эксперименту, и дети пишут, что они думают, что будет в эксперименте, а потом мы тоже вместе посмотрим эксперимент. Посмотрим, что получится из этого эксперимента. Да, правда. А где ты учила русский? В гимназии 4 года. В гимназии? Да, но очень похоже славянский. Я думаю, сколько лет сейчас? 4. Но вы знаете уже, сколько похоже. Как... Да, 4 года. Но... Подобный уровень. Да, но так. Знание языка, как у тебя. Есть. Но очень похоже. Много словей похоже. Тогда можно быстро выучить. Похоже, но тяжела грамматика. Окончания, кончницы различные. И на много слов имеют разные значения. Да, правда. Но я думаю, что легче словенцу выучить русский, чем русскому словенский. Да? Да, я думаю так. Да. Словенский тяжелый. Тяжелый, да, я знаю. Так. Приятно было познакомиться. И мне. Заходи на мой YouTube-канал. Ага, добро. Как называется? Хельговайт. Само Хельговайт. Да. Я с Богом там. Окей. Имам словенский и на английский поднаписи специально за моих словенских судейцев. Это классно, да? То є другий погляд на Словению, туйский погляд на Словению. Я думаю, что нужно, что мы смотрим на Словению с другими глазами, чем русские. Но посмотрю, да, дефинитивно классно. Да. Спасибо и вам за интерес и все. Спасибо большое. Сейчас мы находимся в самой большой студии, и со мной находится Ясна. Ясна, она подготавливает эксперимент для участников. И мы немного поговорим о том, как она подготавливает и как проходят вообще эксперименты. Ясно, живет. Povej prosim o tvojem delu. Jaz pripravljam v oddaji eksperimente, sodelujem z enim fizikom, v bistvu zdaj že končuje študij fizike in skupaj pravzaprav snujeva to, kaj bi imeli v oddaji. Eksperimente pripravljamo tukaj prav v oddaji, pa tudi na terenu. In zdaj za polfinale smo pripravili prav posebne eksperimente na terenu. Ugotavljali bomo težo drona, se pravi ta dron, ki leti, ga bomo dali v eno tako posebno škatlo in potem ugotavljali, kakšna je njegova teža, ko se dvigne, če se kaj spremeni. Potem pa imam še en tak malce zabaven, hecen eksperiment z WC papirjem in ventilatorjem. WC papir bom dala gor na ventilator in potem ugotavljala, v kakšno obliko zavzame, ko pač prižgemo ventilator. To je zelo zanimivo. Še posebej bo pa zanimiv eksperiment za finale, ampak to pa naj ostane skrivnost. Morate gledati oddajo. Результаты эксперимента посмотрим в конце. Сейчас нельзя разглашать результаты, что из этого получится. Конечно, кто готовит эксперимент, ведущие, они уже знают, что будет из этого эксперимента. Но дети, они еще не знают, они должны сами догадаться и давать свои идеи, что будет. Hitro prstneži so pokazali že marsikaj. In ko smo rekli, tole pa hitreje več sploh ne gre, nas presenetijo in zlagajo še boljše in še hitreje. Jasno, tale. naši lončkasti hitro prstneži so pokazali že marsikaj. In ko si rečemo, tole pa hitreje sploh ne gre več, nas presenetijo in zlagajo še boljše in še hitreje.
Jaz smo že v polfinalu in tukaj so ostale samo še najboljše ekipe. Super, evo, tukaj je Živijo, dober dan, živijo, dobrodošla. To je naša režija. Tukaj je v bistvu nadzorna soba, kjer se vse snima. Vse kamere, ki so, karkoli pač pride v zvezi z oddajo. Tukaj sedi grafik, potem Boban, potem tajnica in tukaj je v bistvu šef režije. Tukaj, če gremo, to je režiserka. Ona glavna v bistvu nadzoruje vse, kako pač poteka snemanje, katere kamere se med sabo miksajo, pač kako poteka snemanje. Tukaj naprej, če greste, moče pokukati, tukaj noter je tonska režija, tukaj so tonski mojstri. Dober dan, tam je zvuk. Tako. Звукорежиссер здесь. Za ruski vlog snemata. Ja, takole. Русско-славянский блок. Lahko odpremo roke? Ja. Smo? Ok, v redu. 3, 4, tekst. Začenjamo z varianto. Ne, dajmo prosim splasno, prosim, kamera ena. Izleti. Vaša šola pripravlja... Ko boš v studiu. Od konca proti začetku. Pri tej razlagi mi prosim pomagajte. Ага, здесь сидят светорежиссеры. Они отвечают за каждый осветительный прибор в отдельности. В холле телевидения РТВ Словения выставлены старые камеры. Смотрите, какая старая камера.